Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы продолжим тему, это вторая часть видео о самых популярных, самых продаваемых парфюмах в мире. Итак, мы начинаем. Прошлое свое видео я закончила Томом Фордом, и это видео также я хочу продолжить именно им. Потому что сразу два его аромата вошли в список самых популярных, самых продающихся ароматов в мире. И в прошлый раз я рассказала вам о Black Orchid, а сегодня мы поговорим о легендарном аромате, о котором слышали, мне кажется, абсолютно все. Это табачная ваниль Тома Форда. Это один из самых продающихся ароматов в мире. Он безумно популярен вот уже много лет, и здесь понятно почему. Аромат унисекс, подходит как мужчинам, так и женщинам. Действительно, это правда. И лично мое наблюдение, когда-то я уже об этом рассказывала, это то, что этот парфюм действительно по-разному раскрывается на мужчинах и на женщинах. На мой вкус, на мужчинах, он такой более дымно-табачный. Тут больше все-таки солируют табачные ноты. Но на женской коже, в частности на моей, да, табачные ноты также слышны, и специи, но здесь больше ванили, больше такой неги и уюта. Действительно, просто великолепнейший аромат. Мне он очень нравится, но я считаю его более таким осенне-зимним. Летом немножечко, мне кажется, может быть удушающим. Стойкость и шлейф великолепные, достаточно одного-двух распылений. Что интересно, например, я слышу здесь отчетливо такую медовую нотку, но в пирамиде она не заявлена. Сам аромат очень теплый, нежный, согревающий, глубокий, страстный, непростой, но при этом очень комплементарный, очень уютный, окутывающий вас шлейфом и согревающий. Верхние ноты нам открываются табаком и пряностями. В средних нотах ваниль, какао, бобы тонка, цветок табака. И в базе древесина и сухофрукты. Но, повторюсь, я бы добавила сюда мед. Отчетливо слышу медовую нотку. Обожаю этот аромат и совсем не удивлена, что он попал в список самых продающихся парфюмов в мире. Следующий же аромат также не стал для меня удивлением. Он безумно популярен, у него миллионы поклонников по всему миру. И это аромат от Kilian «Хорошая девочка становится плохой». Здесь очень красивый персик в окружении сладости османтуса. Есть чуть уходовых нот, чуть сливочности. И что мне нравится конкретно в этом парфюме, так это то, что он действительно играет, он меняется на протяжении дня. И сначала это действительно такая хорошая девочка, он чуть более нежный, чуть более такой женственный, хороший, такой пленительный. Но потом он раскрывается чуть более ярко, сексуально, насыщенно. И действительно, это та хорошая девочка, которая становится плохой. И я не могу сказать, что он какой-то густой и резкий. Нет, совсем нет. Но при этом он заполняет с собой все пространство. Он очень узнаваем, очень шлейфовый и стойкий. При этом аромат действительно универсальный, отлично подойдет как для образа с джинсами и белой рубашкой, так и будет хорош с вечерним каким-то роскошным нарядом. Корица и кедр в составе дают ему чуть-чуть такой резкости и напора, но при этом сам аромат имеет также и нежность, и сладость, и что-то очень пленительно манящее. В парфюме очень богатая пирамида, он переливается, играет, и разные ноты в разное время вступают в свою игру. Итак, в верхних нотах здесь персик, нероли, османтус, бергамот, мандарин и корица. В средних нотах тубероза, нарцисс, жасмин и роза. И в базе амбра, кедр, сандал, ветивер и пачули. Ну и как же в этом списке без известнейшей, легендарнейшей, нашумевшей, великой и ужасной Баккара Руж 540. Этот парфюм либо боготворят, либо ненавидят. Я думаю, даже те люди, кто никогда его не пробовал, не тестировал, наверняка наслышаны о нем. И парфюм здесь, он чем интересен, он по-разному играет на разной коже, и
мы все ощущаем его не одинаково. Так кто-то слышит здесь что-то больничное, что-то неприятное, запах пота, даже несвежести какой-то. Так другие отмечают, что это леденцы, которые мы ели, делали сами в детстве из жженого сахара, такие сахарные петушки. При этом, конечно же, нота йода и чуть бинтов здесь действительно присутствует, я ее слышу. Возможно, не все слышат, возможно, не на каждой коже она открывается. Но я знаю, что есть очень много любителей данных нот, поэтому здесь каждый выбирает для себя из своих предпочтений. И на некоторых действительно это прекрасный аромат. Он такой обволакивающий, сладкий, вот эта карамельность очень приятная в нем присутствует. И если вы с ним подружитесь, если ваша кожа с ним вступит в хорошую химию, то я уверена, этот аромат вы полюбите, и ваша рука будет тянуться к нему снова и снова. Есть в нем все-таки что-то такое притягательное, манящее, наркотическое. Верхние ноты встретят вас жасмином и шафраном, средние ноты открываются амброй, гидеоном, амбервудом. И в базе здесь еловая смола, сахар, кедр, дубовый мох и амброксан. Также в списке самых продающихся ароматов в мире есть полная противоположность данному парфюму. Это нежный, это всеми любимый, это очень женственный, такой розовый, прекрасный аромат юности, весны, аромат цветов. И все эти эпитеты от Делини, от Parfum de Marly. Здесь бесподобное, очень нежное, чуть по-цветочному сладкое, но при этом с небольшой кислинкой и терпкостью сочетание розы, пиона, личи и ревеня. И вот эти вот 4 ноты для меня здесь одни из основных, которые я слышу. И действительно, это очень красиво, очень по-женственному. Если вы любите в парфюмерии конкретно эти ноты, то советую присмотреться. И в Делине есть такая кислинка, которая очень хорошо оттеняет цветочную сладость и не дает ей как бы быть чересчур назойливой. В верхних нотах здесь личи, ревень, бергамот и мускатный орех. В средних нотах роза, пион, мускус, молекула питалия и ваниль. И в базе кашмиран, ладан, кедр и ветивер. Конечно же, если мы говорим о количестве продаж, то здесь нужно понимать, что классические люксовые ароматы будут опережать нишу. Здесь несколько факторов. Во-первых, они более доступные, более понятные многим, более привычные. Люкс понятен всем и каждому и раскрывается всегда абсолютно понятно, без каких-то неожиданностей. И одним из таких продажных хитов является уже многие годы парфюм Guilty от Gucci. Очень понятный, люксовый, универсальный, хороший аромат. Есть в нем и мягкость, и уют, и такая тихая притягательность. И здесь просто великолепнейшее, очень красивое звучание, сочетание сирени, пачуль и ванили. Это очень красиво, чуть сладко, но очень притягательно. И на моей коже, например, данный парфюм стартует чуть более свежо, но по прошествии времени здесь уже раскрывается та самая сладость, сирень и ваниль. И при этом я отчетливо слышу нотку перца, которая дает ему такой шершавости, чуть-чуть пикантности некоторые. Действительно очень удачное сочетание. Это старый добрый люкс, который действительно нравится и подходит очень многим. В верхних нотах здесь розовый перец, мандарин и бергамот. В средних нотах сирень, персик, герань, жасмин и черная смородина. И в базе амбра, пачули, мускус и ваниль. Но на этом у меня сегодня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. Ну а я желаю вам хорошего дня и приятного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!